Всем привет, меня зовут Стрэндж, и сегодня я хочу поделиться с вами кусочком моей повседневной жизни по поиску информации. Думаю, вы успели уже заметить, что моя паутина по поиску полезных данных очень обширна, и вы недалеки от истины. Чаще всего вы сами, мои подписчики, присылаете свои истории. Иногда ко мне приходят люди более скрытых от человеческих глаз профессий. А где-то, но уже реже, ко мне приходят мои знакомые по службе люди. Правда в том, что не все в этой жизни дается даром, и об одном таком случае я как раз хочу поведать. Месяц назад мне позвонил мой бывший сослуживец, и у нас завязался весьма интересный разговор. Привет, Стрэндж. Знаю, ты не особо рад моему звонку, но думаю, что моя информация тебя может заинтересовать. А, Стивен? Давненько я тебя не слышал. В последний раз ты запросил около $3000 за эти документы о Трампе. Вот даже не знаю, радоваться мне твоему звонку или же нет. Думаю, что можешь порадоваться. Да, в этот раз деньги снова мне понадобятся за то, что я тебе предоставить собираюсь. Ох, а я и не сомневался, иначе ведь не бывает, верно? Верно. За все в этой жизни нужно платить. Но касательно моего предложения, мне удалось вытащить запись допроса человека, который вступал в контакт с пришельцами. Ты сбрендил? Как он выбрался живым? Насколько я знаю, лунатики не отпускают никого. Живыми никого не отпускают. Что, старина Стрэндж заинтересовался, да? Я знаю, что сумею тебе заинтриговать. А насчет твоего вопроса, тут ты прав, раньше не отпускали. Но когда ты посмотришь эту запись, то так же, как и я, подумаешь, лучше бы они его прикончили. Это что же они там сотворили с человеком, подумал я, а вслух сказал следующее. Сколько? 5000 евро наличными. На нашем месте. Сегодня, в полдень. И не минуты позже? И не минуты позже! Сказал Стивен и повесил трубку. Хитрый засранец, сказал я напоследок и вытащил сим-карту из мобильного, а затем разломал ее пополам, чтобы никакая спецслужба не отследила мое местоположение. В полдень того же дня я прошел на точку встречи. Не буду говорить, где она находится, но запись я получил. Вместе с ней была и пояснительная записка, в которой вкратце было указаны данные похищенного, а затем и вовсе отпущенного пришельцами мужчины. Никто не знает, зачем они его отпустили, даже, как оказывается, и он сам. Записка гласила следующее. Мужчина, 30 лет, брюнет, рост 1,80 м, вес 60 килограмм, зовут Орландо. По его словам, шел из бара «Пивная» у Эрла в направлении своего дома, а затем увидел в небе странный объект, который светился бирюзой. Сам объект пролетал мимо дома Орландо. Мужчина дошел до своего жилища, открыл ключами дверь, а дальше, по его собственным словам, потерял сознание и очутился уже в другом месте. Я решил включить запись допроса. Пояснение лишь усилило мой аппетит. Вот только от внешнего вида допрашиваемого меня чуть не вырвало. На левом глазу красовался глубокий шрам у него. Самого глаза видно не было. Мочка правого уха отсутствовала напрочь. Страшное зрелище, скажу я вам. Волосы выглядели обожженными, будто бы какой-то неаккуратный ребенок решил поиграться со спичками. По лицу самого же человека было видно, что несмотря на обработку антисептическими средствами и мазями, он испытывал агонию от боли. Заметно это было потому, как он периодически кривился и норовил почесать свое лицо, но тут же отдергивал себя. Возможно, чесотка доставляла ему раздражающую боль. «Мистер Орландо, получается, вы видели НЛО?» — спросил человек за кадром видеокамеры, обладающий грубоватым, но одновременно с этим располагающим к себе голосом. Сам мистер Орландо сидел за деревянным столом, он не был прикован наручниками. Голые стены позади, а также маленькое решетчатое окошко в левом верхнем углу помещения. Все это совсем не намекало на дружелюбную атмосферу. «Что-то где-то, как-то... Я устал. Как мне можно будет вернуться домой, к жене?» «Тогда же, когда вы расскажете все, во всех деталях», — спокойно продолжил неизвестный мужчина. «Я постараюсь помочь вам. И да, если вам вдруг снова станет плохо, то скажите, пожалуйста. Я вызову профессионального военного медика». «Я мало что помню. Кажется, я выпивал с друзьями в пивную Эрла, а потом, возможно, я направился домой». «Да,
Это вы сказали мне 5 минут назад. Но вы помните, кто вас изуродовал? Вместо ответа Орландо задал встречный вопрос. А кто у вас? Простите, не удержался. Я подумал, что эта шутка рассмешит меня. Удалось? Голос человека за кадром даже не дрогнул от насмешки. Нет, стало хуже. Нет, черт, как же саднит лицо. В последний раз я ощущал себя так, когда... Человек осекся. Когда что? Продолжил собеседник. Когда надрался в хлам со своим отцом, и мы избили друг друга из-за того, что он оскорбил мою жену. Вот, вспомнил. Я шел домой тогда, мы как раз планировали с супругой отметить нашу 10-ю годовщину, а потом... Орландо переплел свои тонкие худощавые пальцы и вполголоса ответил. Знаете, ваши вопросы начинают мне помогать вспомнить, но, наверное, лучше бы я умер. Скажите, вы можете гарантировать безопасность меня и моих близких? Можете не сомневаться, что государство вас защитит. Усмехнулся Орландо. Государство, говорите? Это вряд ли. Но ваш голос меня успокаивает и располагает к себе. Хотя отчасти я понимаю, что это ваша работа. Мужчина кивнул куда-то в левую сторону. Сидите здесь, допрашивайте всяких людей, да? Ответа не последовало. Мужчина откинулся на спинку стула, а потом сказал. Меня похитили. Кто? Было слышно, что допрашиваемый чуть подался вперед. Пришельцы, но вы мне не поверите. Поверим. Вы были на их корабле? Заинтересованно спросил допрашивающий. Был. И это не те павильоны, что напридумывали наши, невероятно прекрасный наш Голливуд. Это место намного мрачнее. И пришельцы не такие милые, как нам показывают по телевизору. Эти, черт побери, особи. Они похожи на нас, на людей, есть существенные отличия. И какое же, мистер Орландо? У них глаза вполне человеческие. Вот только во лбу есть третий глаз, а он, в свою очередь, уже другой. На вид это черная точка, подсознательно, когда я взглядывался в нее, в эту черноту, я понимал, что эта самая чернота смотрела на меня в ответ. И это, блядь, не метафора. Голос человека задрожал не то от боли, не то от страха. Они представились как центаурусы, продолжил Орландо. Говорили на чистом английском, как если это были лорды откуда-то из древней глубинки Англии. Их голоса немного вибрировали, как вспомнив, в дрожь бросает. Что они хотели от вас? Вы ведь простой работяга с цементного завода, если не ошибаюсь, спросил допрашивающий. На видеозаписи послышался звук перелистываемых страниц. По-видимому, это было личное дело мистера Орландо. Я тоже себя об этом спросил. Зачем я им мог понадобиться? И как они вообще узнали, где я живу? И я даже спросил их об этом. Потом... Мужчина сильно скривился, с виду казалось, что он вспоминал что-то очень для него травмирующее. Потом они отсекли мне левую мочку уха в наказание за расспросы. Знаете, я всегда думал, что переживу любую пытку. Мой отец частенько колотил меня в детстве, и я привык к его побоям. Но здесь... Простите, я не хочу вдаваться в подробности. Мне становится плохо, да и вообще, будь моя воля, я бы не разговаривал об этом с вами. Понимаю. Но нам нужно, чтобы вы говорили с нами, Орландо. Со мной. Здесь и сейчас. От этого зависит жизнь многих людей. Многих людей, да? Например, чьих? Вы же сами поручились, что защитите всех. Увы, всех спасти нельзя. И это общеизвестный факт. Но мы не о философии сейчас. В вашем же случае я говорю о вашей горячо любимой супруге. Кажется, ее зовут Анна, не так ли? Анетта. Грустным голосом поправил допрашивающего мистер Орландо. Все-таки это было не сон, да? Она у них? Боюсь, что так. По крайней мере, там, где вас нашла патрульная полицейская машина, вашей супруги не оказалось рядом. Не успел допрашивающий договорить, как Орландо ударил кулаком по столу, а затем схватился левой рукой за него и сморщился от боли. Черт, как же больно, ублюдки! Будь я в силах, я бы нашел и сам бы их порезал, этих ублюдков, как они меня. Аннет,
Боже мой, Аннет. Я даже боюсь подумать, что они могли с ней сделать. А что они делали с вами? Постарайтесь вспомнить, Орландо. Ваша память. Вот ключ к спасению Аннеты. Допрашивающий стал явнее давить на человека напротив. И это, пожалуй, имеет свою эффективность. Да-да, вы правы. Простите, голова раскалывается, когда пытаюсь вспомнить. Эти монстры, то есть центаурусы, они спрашивали меня о моей работе. О работе? Да-да. Их очень заинтересовала структура бетона, которую мы используем повсеместно для наших строительств. А с ним что-то не то? Вот именно, что все нормально. Бетон как бетон. Нервно воскликнул Орландо. Простите, беспокойство за свою супругу. Пожалуйста, найдите ее, умоляю. Я очень ее люблю и не хочу, чтобы с ней эти сволочи что-то сделали. Допрашивающий поставил перед Орландо одноразовый пластиковый стаканчик, а затем налил туда воды из бутылки. Мы делаем все возможное, но нужно больше деталей. Как выглядел их корабль изнутри? Простите, не могу сказать. Там был полумрак и все светилось чем-то зеленым. Что-то пикало, видимо, какие-то приборы. Я не знаю. Я не разбираюсь в этом. Человек снова начал кричать, а затем схватил стаканчик и стал пить. Но потом остатки содержимого вылил себе на лицо. Видимо, это немного успокоило его. В кадре воцарилась тишина. Мистер Орландо долго смотрел в пустой стаканчик. Его губы периодически шевелились, создавая впечатление, будто бы он с кем-то разговаривал. Они отрезали мне палец за то, что я стала расспрашивать их о своей супруге. Кажется, они похитили нас вместе. Не знаю, у меня всплывают в голове какие-то обрывки, но голова очень сильно начинает болеть. А шрам? Откуда он у вас? Спросил допрашивающий. Шрам? Спросил Орландо и стал ощупывать свое лицо. Когда его пальцы коснулись левой части и провели по хирургически точному надрезу до глаза, он замер. Точно. Шрам. Теперь понятно, почему я не вижу своим левым глазом. Его просто нет. Истерически стал смеяться Орландо. Его собеседник никак не реагировал и даже не пытался вызвать врача, чтобы тот вел какое-нибудь седативное. Прошло около 5 минут, прежде чем мистер Орландо успокоился, и когда он перестал смеяться, он продолжил. Простите, кажется, я теперь понимаю тех ветеранов войны, что прошли ад и пламя в своих горячих точках. Не переживайте. Легко вам говорить. Вы ведь не были на том корабле рядом со мной. Вы ведь не видели того, как во влагалище вашей жены вводили нечто железное. И это не вы получали шрам, как у меня, лишаясь тем самым глаза. Хотя у меня было полное право кричать и слать нахуй этих ублюдков, которые начали измываться над моей женой. Да еще прямо на моих глазах, боже милостивый. Желаю, чтобы они, суки, сдохли. И вы, вместе со своими вопросами, твари. И я, чтобы не вспоминать все эти ужасы и чувствовать всю свою нынешнюю физическую и душевную боль. Блять, слышите, вы все горите в аду, сволочи! Стал кричать Орландо. Он резко встал со стула, взял его в руки и замахнулся на своего собеседника. Собеседник же что-то выхватил и прикоснулся этим чем-то к ноге человека. Раздался треск, и мужчина упал на землю. Объект обездвижен. Допрос окончен. Нужно найти Аннету. Запускайте все спутники, все системы слежения. Ищите ее по всей стране. Возможно, она еще жива. Все таким же спокойным и не дрогнувшим голосом сказал что-то допрашивающий и отключил запись. Как видите, дорогие зрители моего канала, все не так просто. Сначала таинственная лужа из зоны 51, затем сквиллинги, теперь некие центаурусы. Мне жаль, что я снимаю ваши розовые очки, но я все еще верю, что люди должны знать правду.